Привет, народ, с вами Скиф. Это второе видео о прохождении испытаний «Опытные места». Перед началом обязательно ознакомьтесь с первой частью видео в подсказке. Там мы разобрали, что это за испытание и как проходить все уровни с 3 по 7 ратушу на 3 звезды. В этом ролике мы пройдем с 8 по 11 ратушу. Погнали! 8 ратуша. Восстановление на поле боя. Теперь нам дали эпического героя Сирену и советуют продвигаться постепенно. Для этого, так же как и в первой части, мы нападаем с тыла. Попутно мы убиваем вражеских лучников и, конечно же, Робин Гуда. Наши войска ближнего боя бьют собравшиеся в кучку войска противника, а наша Сирена их исцеляет. В принципе, это вся тактика. Уровень очень простой, нам осталось только дойти до самого конца острова и добить оставшиеся здания. Танковый долг. И простой, и сложный уровень одновременно. Нам дают колоссов и арбалетчиков. Высадить их надо так, как на видео. При прохождении главное не допускать, чтобы колоссы ушли далеко от арбалетчиков. Иначе очередная пачка ниндзя может их убить, пока колосс будет возвращаться назад. На этом сложности заканчиваются. Остается только добить гиганта. Победа! Авангард. Теперь нам дали эпического героя Фрейра. Наша задача пробить стены и уничтожить защитные сооружения, пока они не уничтожили нас. Возле ступенек на противоположном от пушек краю выпускаем Фрейра. С секундной задержкой по бокам 2 плота алибарщиков и потом на угол арбалетчиков. Когда основной отряд прорывается в центр, алибарщиков сразу же убивают пушки, но основную свою функцию они уже выполнили. Смотрите-ка, парочка из них выжила и рушит вражеские катапульты. Прикольно. А в тылу наши арбалетчики уничтожают вражеские пушки. Прикрываем Фрейра. Уровень пройден. 9 ратуша. Устойчивый прогресс. И, как всегда, атакуем мы с тыла. Не зря же нам так советуют. Отправляем первые 2 корабля и вдогонку сразу плот монашек. И затем 3-й плот с ледяными титанами и лучниками. Таким образом мы быстро убиваем вражеских арбалетчиков и строения, огибая остров сразу же с 2 сторон. Обратите внимание, что колосс вражеский все еще не поддается, но наши войска уже спешат на помощь. Заходим опять же в тыл противникам, и это победа. Воздушный налет. Вот наконец-то и он. Топ-остров Джей, который открывается как раз с 9 уровня ратуши. И чтобы его победить, нам предлагают использовать ниндзя, дракончиков и атаку с 2 сторон. Это же классика. С одной стороны выпускаем колоссов с арбалетчиками ближе к стене, туда же отправляем ниндзя, чтобы убрать ледяных лучников сбоку на стене. Справа выпускаем 2 плота драконов, чтобы они убирали арбалетчиков и пушку. И с другой стороны также выпускаем колоссов и ниндзя. Осталось лишь подождать, пока дракончики выжгут всех оставшихся противников и добьют здание. Возвращение богини. Признаюсь, этот уровень мне потрепал нервы. Нам дают легендарного героя Афину. Она очень крутая, но имеет один явный недостаток. Ее героический телепорт срабатывает в случайное место. И не всегда она телепортируется куда нужно. Нам советуют использовать навык героя, чтобы атаковать большое количество врагов. Как будто я на это как-то повлияю. Ну да ладно. На правый угол отправляем корабли в последовательности. 3, 2, 1. Потом 4-й плот на левый угол, чтобы дракончики убили теневых призраков и лапидаторов. И теперь молимся, чтобы Афина прыгнула в правильные места. Отличный первый прыжок, Афина. Да и второй прыжок тоже отличный. Это же джекпот. Осталось дождаться конца битвы. Дракончики тем временем добивают оставшиеся войска. Ледяной лучник держит на себе полуострова, пока его исцеляют монашки. Блин, красавчик, это же кайф. Ну, слушайте, это победа. 10 ратуша. Тяжелая авиация.
Теперь бои начинаются на самом деле интересные и актуальные. Нам рекомендуют уничтожить войска на возвышенности с помощью драконов. Как будто бы без этой подсказки было непонятно. Короче, я решил не мудрить и отправить по классике, круговой атакой. Отдалили остров и отправляем драконов на углы, а плоты с наземными войсками в центр одной из сторон. Ниндзя практически полностью защищают правый фланг. Драконы им в этом помогают. Тем временем тамплиеры под исцелением монашек идут на пролом и добивают остатки вражеских войск. Это победа. Нарисуй его ближе. Тут просто. Нападаем со стороны лучников. Атакуя колосса, фазовые апостолы стягивают вниз вражеских арбалетчиков и магов ветра. А тем временем наши тамплиеры их добивают массовыми атаками. Буквально за пару минут верхний этаж полностью лег, а мы поднимаемся наверх добивать воинов с булавой и вражеских тамплиеров. Очень легкий уровень. Интеграция воздуха и земли. Интересный уровень, который требует тактики. Исходя из рекомендаций, атакуем сторону с арбалетчиками. 3 первых плота опускаем в проход ближе к стене и сразу кидаем ниндзя на стену. Наша цель — зачистить одну сторону и уничтожить вражеские воздушные стрелы. Как только они уничтожены, кидаем на помощь ниндзя 6-й плот с древними драконами. А затем на дальний угол с пушкой кидаем 5-й плот с дракончиками. Вот и все. В принципе, это вся тактика. Ждем, пока драконы дочистят остров. И мы победили. Тупик. Последний уровень 10-й ратуши. Всего 2 тамплиера и 1 пачка дракончиков, чтобы уничтожить это все. Подсказка тут нам не помогает. Главное понимать механику персонажей. Для начала подальше от пушек на сторону с арбалетами мы выпускаем тамплиеров. Они забирают на себя все внимание вражеских строений. Тем временем, как и в предыдущем уровне, мы выпускаем дракончиков на угол с пушками. Дракончики уничтожают пушки, а тамплиеры воздушные стрелы. Таким образом они помогают друг другу. Профит. По факту они прикрывают друг друга и уничтожают опасные для друг друга строения. Осталось дождаться, лишь пока наши войска добьют весь остров, придя в центр. Победа. 11-я ратуша. Ковровая бомбардировка. Любопытно, что нам дают поиграть за недавно оставшего популярным эпического героя Кида. Нам советуют атаковать колоссов и тамплиеров, чтобы дать время на перезарядку способностей героя. Добавлю от себя, что его надо держать подальше от арбалетчиков и тем более от ледяных лучников, чтобы они его не заморозили. Выпускаем первый плот с Кидом и монашками на угол. Рядом выпускаем арбалетчиков ему в помощь. И сразу же дракончиков, чтобы убить отдельно стоящие вражеские арбалеты и пушку. Первый залп прошел просто идеально. Большинство вражеских арбалетчиков и, самое важное, ледяных лучников мертвы. Продвигаемся постепенно вглубь острова. Пока били тамплиера, второй залп добил все оставшиеся дальнобойные отряды противника. Нам осталось лишь пару залпов, и этот уровень будет пройден. Обратите внимание, как удачно поздно на нас среагировали вражеские колоссы. Как раз у нас остается время, чтобы добить все вражеские строения. Это победа. Прорвите линию обороны. Следуем рекомендации и отправляем воинов с булавой на гигантов и колоссов. С ними идут целители и арбалетчики. Это 1-й и 3-й корабли. Второй корабль с гигантом мы выпускаем на арбалетчиков, когда они подходят на расстояние выстрела. Эх, получилось не так, как я задумал. Вы отправляете гиганта ближе к арбалетчикам. Но мы и так добьем их. По факту мы пожертвовали гигантом, чтобы наша армия дошла до вражеских дальнобойных отрядов. Это неплохо. У нас почти все живы, поэтому сражение превращается просто в избиение противника. Целители не дают нашим войскам умирать. Да и дебоширы те еще воины, честно вам скажу. Но если бы мы их били вместе с колоссами, вот это была бы беда. Ну а тут победа. Скоординированное убийство.
интересный уровень. Пришлось поломать голову, как его пройти. Убийцы пустоты в первую очередь прыгают на магов воздуха, где их убивают. Значит, мы должны убить сначала магов воздуха. Тогда они прыгнут на ледяных лучников. Пробуем. Первый корабль отправляем в центр. Второй с ниндзя сзади для отвлечения внимания. Нам нужно убить вражеских колоссов, прежде чем мы доберемся до мага воздуха. Когда наш плот с ниндзя погибает, отправляем сзади также третий плот с еще одной пачкой ниндзя. Нам нужно держать арбалетчиков подальше от наших колоссов. Тем временем мы добиваем уже мага воздуха. Можно выпускать четвертый корабль. Убийцу пустоты и убийца теней за пару секунд перебивают всех вражеских ледяных лучников. Дальше дело за малым. Просто добиваем вражеские войска и здания. Делитесь в комментариях, как вам вторая часть прохождения опытных мест и что нового вы для себя узнали. Обязательно смотрите продолжение в плейлисте у вас на экране, а с вами был Скиф. Всем пока!